Итак, друзья мои, всем привет! Как вы уже поняли из названия видео, сегодняшний ролик будет посвящен камерам заднего хода. Конкретно он будет посвящен подключению камеры заднего хода, ошибкам при подключении, из-за которых эта камера может не работать. Мы постараемся проговорить про максимальное количество неисправностей и про максимальное количество ошибок, чтобы вы смогли благодаря этому видео понять, что у вас не работает, и исправить эту ошибку. Давайте для начала проговорим, чем мы сегодня будем пользоваться. У меня есть камера HD, также есть обычная камера формата CVBS. Обе этих камеры мы будем сегодня подключать к вот этой магнитоле. На самом деле не важно, какая у вас Android магнитола, отличаться только может интерфейс настроек. А по сути подключение камер заднего хода выглядит на всех устройствах абсолютно одинаково. Неважно, там у вас дешевая магнитола с AliExpress куплена, либо дорогая магнитола какой-нибудь навороченной фирмы за баснословные деньги. Абсолютно не имеет значения. Давайте для начала поговорим о комплектации самой камеры заднего хода. Потому что в стандартной комплектации заднего хода должны быть все провода, все необходимые аксессуары для подключения этой камеры. То есть, как мы видим, тут у нас есть сама камера, на ней два тюльпана, один желтый, другой красный. Красный — это для подключения питания камеры, чтобы она у нас начала работать, и желтый — это для передачи самого видеосигнала. Также в комплекте обязательно идет вот такой вот кабель, черный с красным, это кабель питания камеры заднего хода. То есть сюда вы должны подключить питание, плюс и минус, и затем этот штекер подключить вот сюда, к камере заднего хода. В таком случае у вас появится питание. Чуть позже мы вам все это наглядно покажем. И частенько бывает у нас при покупке на Озонах, Алиэкспрессах и так далее, в комплектацию не кладут вот этот вот кабель. Здесь кабель длиной 6 метров. Этот кабель нужен для того, чтобы передать видеосигнал от камеры до магнитолы. То есть если камера у вас находится сзади, вы должны протянуть этот кабель до магнитолы, которая у вас находится в передней панели автомобиля. Сам тюльпан подключается сюда. И вот этот вот кабель подключается к источнику питания. Источник питания у нас должен быть такой же, как и здесь. То есть как и для этого кабеля. Он должен срабатывать при включении фонарей заднего хода. То есть когда вы нажимаете рычаг заднего хода, у вас включаются задние фары, фонари заднего хода, и на этот провод должно поступать после этого питание. Либо оно берется с релюшки откуда-то, электрик может его взять, либо вы можете просто подключить его прямо от лампочки заднего хода. Разницы принципиальной особо нет, как вы это будете делать, но важно, чтобы на этом проводе появлялось питание только тогда, когда у вас включается задний ход. Если вы просто подключите этот провод куда-то на плюс на постоянный, камера у вас долго не проработает, то есть она будет постоянно активно, перегреется и в итоге сгорит. И второй конец кабеля у нас подходит к магнитоле. И на нем точно так же есть вот этот вот сигнальный провод, который будет сообщать нашей магнитоле, что задний ход включен и нужно переключиться в режим камеры заднего хода. Чуть позже мы это все покажем. Для чего я сейчас показал этот кабель? Потому что не во всех комплектациях при покупке камеры он есть. И потом человек начинает бегать, искать, где мне его взять, как его найти, тратит еще время, тратит еще деньги. Обращайте внимание при покупке камеры заднего хода, чтобы обязательно у вас был вот этот кабель. И также для подключения камеры заднего хода нам понадобится вот такой вот разъем. Он есть во всех комплектациях, во всех Android магнитолах, тоже неважно, на Алиэкспрессе вы ее купили или в дорогом магазине. У всех магнитол должен быть вот такой вот кабель. То есть вы должны подключать задний ход именно к нему, к этой камере. А некоторые по ошибке подключают вот к этому проводу. То есть вот этот толстый кабель RCA. Тут есть такой вот желтый вход CVBS 1. То есть это видео вход. Иногда еще на нем некоторые производители подписывают камера. И люди думают, что это камера заднего хода и подключают его сюда. Вот этот вход работает через приложение AUX. Если на него видеосигнал придет, то при включении заднего хода вы его не увидите. Вы его увидите только при использовании приложения AUX. Тоже вот одна из вероятных ошибок, почему камера может не работать. Ну и еще давайте рассмотрим сам кабель питания. Вот этот вот у нас кабель, который идет под скрутку. Но у большинства автомобилей есть специальные кабели-переходники, где здесь не провода под скрутку, а просто стоят фишки и нету вот таких вот маркировочек. Здесь для каждого провода есть маркировочка, что он обозначает.
А в том случае, если у вас здесь стоят фишки, никаких маркировочек уже нет. Все типа идет встроено в автомобиль. И люди в таком случае не могут самостоятельно найти провод, куда же нам подать питание, чтобы магнитола поняла, что задний ход включен. Вот этот вот розовый провод бэк. Некоторые производители его делают другого цвета, не розового. И надпись также тут может отличаться. Они могут подписать реверс, либо еще как-то его подписать. Но суть в том, что вот он находится здесь, в кабеле главного питания. И если вы сюда не подадите напряжение 12 вольт, у вас не активируется канал заднего хода. Сейчас я на нашей магнитоле это продемонстрирую. Здесь это проверочный стенд у нас. Тут для того, чтобы проверить камеру заднего хода, есть выключатель. Когда я его нажимаю, у нас активируется канал заднего хода. То есть вот на этот провод бэк подается питание, и магнитола понимает, что надо переключиться в режим камеры заднего хода. Теперь давайте посмотрим. Вдруг у вас такие фишки, на которых не подписаны вот эти вот провода. Давайте посмотрим, где он находится. Вот у нас два питающих провода. С этой стороны они самые толстые, видите, под них отдельный разъем. Желтый плюс, черный минус. И вот от черного провода, который минус, третий провод у нас идет. Второй идет красный провод. И третий у нас идет провод бэк. То есть, чтобы его найти, вы должны найти два вот этих вот провода питания и посчитать от черного провода третий по порядку. Это и будет у вас провод для реверса. Теперь, когда я вам показал все комплектующие, которые у вас должны быть для подключения камеры заднего хода, давайте поговорим непосредственно о подключении. Вот, значит, мы берем у нас простую камеру. Это камера формата CVBS. Здесь у нас еще есть светодиодики на ней. На ней два тюльпана, как я раньше уже и говорил. То есть тут у нас есть две цепи. Одна цепь у нас называется цепь управления, а вторая цепь у нас будет называться силовая, на которую приходит видеосигнал. То есть для того, чтобы у нас камера начала работать, начала производить съемку, нам нужно на нее подать питание. Поэтому мы в цепь управления должны подать питание. Сейчас у нас здесь подключено 12 вольт. Мы включаем его в разъем, то есть как будто у нас сейчас задний ход включился и подалось 12 вольт. Камера начинает светиться, специально взял ее с лампочками, чтобы показать. И начинает снимать изображение. Но это изображение мы сейчас на магнитоле не увидим. Почему? Потому что силовая цепь у нас не активна. Видеосигнал, который идет с камеры по этому кабелю, он не доходит до магнитолы. Давайте мы его сейчас сюда протянем. Мы берем наш кабель, под которому подключен сигнал, подключаем его сюда, достаем нашу магнитолку, смотрим сюда в разъемы. И вот этот вот кабель, где у нас одиночный тюльпан для камеры заднего хода, у него 10 пинов, подключаем соответствующий разъем вот сюда. Подключаем. Ставим магнитолку на место. И вот теперь у нас сигнал, который идет с камеры, мы подаем сюда. Но сигнал мы подали, а магнитола в режим заднего хода не включается. Почему? Потому что вот эти вот провода у нас не задействованы. Сейчас в теории мы должны подключить этот провод к тому же источнику питания, который у нас питает фонарь заднего хода. И второй провод подключить к проводу бэк, который находится там. Но, как я уже говорил, тут у нас есть специальный выключатель. Мы имитируем этот сигнал, включаем выключатель, и у нас пошел сигнал с камеры заднего хода. Вот она у нас показывает изображение. Это камера CVBS. Вот так вот в идеале изображение перевернуто. Специально я использую такой источник питания, чтобы показать вам вот эту вот рябь вы сейчас видите. Не потому что что-то плохое, не потому что некачественное, а потому что я использовал для подключения камеры обычный блок питания, который недостаточно фильтрует ток. Если мы подключим камеру от аккумулятора и магнитолу от аккумулятора, эта рябь пропадет, потому что там идеальный постоянный ток и никакой ряби не будет. Иногда люди перед тем, как магнитолу установить в машину, хотят ее проверить у себя дома, берут, подключают какие-то источники питания, трансформаторы, блоки от других устройств и присылают там фото или видео с тем, что у них рябь на мониторе. Рябь на мониторе как раз из-за того, что люди используют некачественный источник питания. То есть для того, чтобы питать какую-то технику, его достаточно вот этой вот частоты, а для того, чтобы питать камеру, этой частоты недостаточно. И начинается вот эта вот рябь. Как только подключите к аккумулятору, вся рябь пропадет. Специально я вам это сейчас показал, потому что многие люди, как только видят вот эту рябь, у них все, там, устройство сломано, камера не работает, что делать, начинают искать причины. Ничего не надо искать, устанавливайте в машину, все будет хорошо. Итак, смотрим. Сейчас у нас подключена камера CVBS с обычным сигналом. И теперь мы поменяем эту камеру на камеру HD.
ничего в настройках не делаем. Просто берем, отключаем видеосигнал, подключаем этот видеосигнал. Здесь отключаем питание и подключаем питание сюда. Смотрим, изображение с камеры заднего хода появилось, но оно какое-то некачественное. Это одна из самых часто встречающихся проблем. Человек включает камеру заднего хода, у него изображения либо нет, либо оно вот такое вот кривое. На разных магнитолах это исправляется по-разному, но суть всегда одна. Вам нужно зайти в настройки задней камеры, и вот тут написано тип камеры NTSC. Открываем настройки и смотрим. Тут у нас есть NTSC, PAL, также есть PAL, также есть формат HD 720. Вот он, наш формат, видите? Изображение с камеры появилось, сразу же начало работать. И если у вас это не подходит, есть другие еще форматы изображения. HD с 30 FPS, допустим. Сейчас включим его. HD с 30 FPS. Если мы его меняем, видите, изображение теряется. TV1 720. TV1 720 и 30 FPS. HD 1080. При любом изменении формата у нас пропадает изображение и начинается какая-то рябь. Почему это сейчас очень важно? Потому что если вы подключаете камеру заднего хода и у вас появилось хоть какое-то изображение с рябью, либо темные экраны, какие-то полоски по нему бегают, либо там множество экранов бывает, то это значит следующее, что у вас все коммуникации, все подключения выполнены правильно. Осталось лишь найти в настройках ваш формат видеосигнала и поменять его. Здесь конкретно в этом ролике я не буду проходить по всем типам магнитол и показывать, как в каждой магнитоле настроить свой формат изображения. Но если честно, это одна из самых часто встречающихся проблем, что человек включает камеру заднего хода, у него то изображения нету, то значит оно некачественное. Недавно приезжал в другой город к знакомым, там говорят, посмотри, у человека не работает камера заднего хода, она у него подключена вот в режим PAL, и у него вот такое вот изображение. С таким изображением он ездил несколько месяцев и просто не знал, что с этим делать. Мы зашли в настройки, дальше нашли настройки камеры заднего хода и просто переключили режим с PAL на NTSC, и все у него заработало. Эта проблема, то есть проблема с некачественным изображением, с вот таким вот с рябью или еще с чем-то, решается очень просто. Нужно просто поставить свой формат видеокамеры. Какие тут бывают исключения? Допустим, вы купили бюджетную какую-то дешевенькую магнитолу на AliExpress, а там видеочип способен преобразовывать формат только CVBS. То есть формат камеры HD он не способен преобразовывать. Такое тоже бывает на дешевых магнитолах. А вы, допустим, купили магнитолу дешевую, а камеру взяли подороже с форматом HD. Подключаете ее к Android магнитоле своей дешевой, а она у вас не так не работает, ни сяк не работает. Единственное, что она показывает, это рябь, потому что ваша магнитола не поддерживает все форматы. Такое, к сожалению, бывает, имейте это в виду. В данном случае вам нужно обратиться к продавцу своей магнитолы, спросите, действительно ли она поддерживает какие форматы. Но говорю сразу, что вот эти вот простенькие камеры CVBS, они подходят ко всем магнитолам. Если бюджетная магнитола ее видит, дешевая, недорогая, то и дорогие магнитолы точно так же будут ее видеть. То есть конкретно вот эта камера CVBS подойдет ко всем магнитолам. А вот эта камера HD с широким углом обзора, у нее, конечно, картинка лучше, там угол обзора больше, но она может подойти не ко всем магнитолам. Не все магнитолы смогут воспроизвести видео такого качества. Итак, мы сейчас с вами рассмотрели примеры успешного подключения, когда нам нужно было только выбрать формат изображения. Теперь давайте разберемся по причинам. Допустим, вам установили в сервисе камеру заднего хода, либо вы ее подключили сами, и она по каким-то причинам не работает. Давайте научимся проводить диагностику правильно и по порядку. Во-первых, перед установкой Android магнитолы, так же как и перед установкой камеры на свой автомобиль, нужно проверить эти оба компонента на работоспособность. То есть, как у нас часто бывает, человек привозит магнитолу, привозит камеру, установщик говорит, установка магнитолы 3000, установка камеры 1500 рублей, устанавливает, включает, не работает.
Допустим, либо магнитола не работает, либо камера заднего хода не работает. А деньги за установку уже оплачены. И он говорит: ты мне привез нерабочее, я, значит, обратно деньги свои возвращать не буду. Конфликт. Конфликт неприятный. Но этот же конфликт решается просто. Если установщик опытный, если у него такие случаи уже бывали, он перед тем, как магнитолу либо видеокамеру заднего хода установить, он их проверит на каком-то стенде, подключит от аккумулятора, либо проверит на заведомо рабочем автомобиле, действительно ли все работает. И если уже все работает, тогда он уже начинает монтаж. Если же он все смонтировал, а потом говорит: ой, у вас тут не работает, я деньги за установку возвращать не буду, то тут вина обоюдная. То есть, как и ваша вина, что вы ему привезли, вы сами не знаете, рабочая это магнитола и камера или нет, и вы его не предупредили. То есть вы перед установкой скажите ему: проверьте, пожалуйста. Опытный мастер это сделает, но он не обязан это делать. Опытный мастер для того, чтобы себя перестраховать, свое время не тратить потом на поиск причины, он перестрахуется и сделает проверку предварительно. Но это не входит в его обязанности, в прямые обязанности. То есть вот вы, допустим, кондиционер в машине заправляете, перед тем, как кондиционер заправить, нужно проверить систему на утечку. Ее ставят на диагностику, проверяют на утечку и только потом заправляют. Привезли вы колеса в шиномонтажку, вот говорите, мне нужно поменять 4 колеса, их же не просто так берут и ставят сразу на автомобиль. Их заводят на стенд, проверяют балансировку, если что-то не отбалансировано, они ее балансируют. И тут точно так же перед установкой нужно проверить работоспособность как магнитолы, так и камеры. Очень много у нас проблем связано именно не с неполадками оборудования, а с установщиками, которые уже все установили, деньги за свою работу взяли, а потом, значит, говорят: если хотите что-то переделывать, платите еще раз. Ситуация неприятная, поэтому предупреждаю сразу. Поэтому просто я вам говорю, на сейчас, если вы с такой ситуацией столкнулись, либо на будущее, предварительно, перед тем, как установить, говорите установщику: проверьте, пожалуйста, подключите от чего-то, от аккумулятора. Если он говорит: я не могу подключить, у меня нет чего, ну, развернитесь, уйдите от такого установщика. Зачем он вам нужен, если у него даже нет возможности проверить работоспособность оборудования? Пожалуйста, перед установкой в автомобиль, перед дорогостоящей установкой в автомобиль, проверяйте оборудование, либо просите сервисников, чтобы они проверили перед установкой, а не сообщали постфактум: у вас тут что-то не работает. Я говорю, как должно быть по-правильному. По-правильному перед установкой оборудование должно быть проверено на работоспособность. Как будете делать вы, как будет делать ваш установщик, смотрите сами. Но предварительная проверка оборудования всегда сэкономит вам деньги, сэкономит вам время и сэкономит вам нервы. И причем это не только вам, но и установщику. Он уже не будет тратить время на установку вашего нерабочего оборудования, а займется чем-то другим, более полезным. Теперь дальше, давайте по порядку. Допустим, вот происходит такая ситуация, все уже установлено, вы подключаете магнитолу, подключаете камеру, включаете рычаг заднего хода, но изображения камеры заднего хода нет. И тут мы идем по порядку. Если вы включаете рычаг заднего хода и вообще ничего не меняется, это говорит только об одном, что на провод бэк, вот на этот вот розовый провод, о котором я вам раньше говорил, не приходит питание с фонаря заднего хода. Какие тут могут быть причины неисправности? Первое, где-то обрыв. Второе, провод подключили куда-то не туда. И третья причина, это вот здесь вот где-то в фишке плохой контакт, что-то где-то не соприкасается. Такое тоже, к сожалению, бывает. Фишки бывают некачественные. Ну и четвертое, самое крайнее, что может случиться, это неполадка в самой Android магнитоле. Неполадка оборудования, может быть там где-то не пропа или еще что-то. Но таких случаев я, если честно, сам лично не встречал. От кого-то где-то когда-то слышал, но чтобы вот при подаче провода бэк не активировалось окно заднего хода, таких случаев я еще не видел. Итак, что мы делаем? Мы включаем камеру заднего хода, изображения нет. Что нам нужно сделать? Первое. Берем вот этот вот питающий кабель, который у нас подключен к Android магнитоле, и подаем вот на этот провод бэк 12 вольт. Смотрим, появилось ли изображение здесь. Если изображение появилось, значит вам нужно прозванивать вот этот вот кабель по порядку, да, может быть здесь от красного до красного не доходит где-то обрыв. Что мы делаем? Вот мы берем, у нас вот так вот включен кабель питания в магнитолу Android, на магнитоле на самой питание есть. Мы подаем вот на этот провод бэк 12 вольт и смотрим, если у нас активировался экран заднего хода, и то есть включился интерфейс, значит с самой магнитолой все в порядке, и нужно искать причину, по которой сюда не приходит питание 12 вольт. Дальше мы с сигнальной лампой, допустим, проверяем питание здесь, на этом проводе, на входе в магнитолу, если тут плюс 12 вольт. Если его нету, идем к этому проводу, где фонарь заднего хода, проверяем здесь питание 12 вольт.
приходит или нет. Все это мы делаем при включенном рычаге заднего хода, когда у нас фонари заднего хода тоже работают. Может быть причина такая, что у вас на сами фонари заднего хода не приходит питание, то есть сами фонари заднего хода не работают. И это тоже может быть причиной. Но в любом случае, если у вас не активируется вот этот вот режим камеры заднего хода, не включается вот этот экран, причина именно в подаче питания вот на провод бэк. Вот эти вот два провода часто являются причиной. Может сам кабель неисправен, там где-то обрыв внутри, либо на фонарях заднего хода нет питания, либо может где-то просто контакт плохой, что-то где-то плохо прикрутили. В общем, это неисправность с отсутствием изображения именно связана вот с этим проводом бэк. Копайте сюда. Далее, какие у нас могут быть неисправности? Мы включаем рычаг заднего хода, черный экран у нас появляется, но изображения нет. В таком случае мы уже ищем причину не в проводе бэк, а вот именно вот в этом вот видеосигнале. То есть на саму магнитолу Android не доходит сигнал с камеры заднего хода. Какие тут могут быть причины? Первопричин у нас всего лишь может быть две. Первое, нет питания вот на этом кабеле, и второе, вот с этого кабеля, с камеры заднего хода, не доходит видеосигнал до Android магнитолы. Теперь давайте пройдемся вот по этой причине. Первая причина, это точно так же у нас где-то пропал контакт. Проверить это мы можем очень легко и просто. Вот сюда вот, к этому кабелю, который включается сюда, подключаем тестер и смотрим, есть ли тут 12 вольт. Если 12 вольт есть, все ок. Вот с этой камерой, конечно, легко проверять, приходит ли питание, да, тут сразу фонарики загораются. А на камере HD такого фонарика нет, и там это непонятно. Проверили, здесь 12 вольт есть. Напоминаю, на всякий случай, вдруг кто прослушал, здесь 12 вольт должно быть только в том случае, если у вас включен рычаг камеры заднего хода. Всю диагностику вы должны делать с включенным рычагом камеры заднего хода и убедитесь при этом, что у вас горят фонари заднего хода. Все, проверяем здесь питание, есть 12 вольт или нету 12 вольт. Если питание на камеру приходит, значит цепью питания все ок. Если мы убедились, что сюда приходит питание 12 вольт, значит камера у нас работает и она должна транслировать изображение. Изображение, видеосигнал выходит вот с этого кабеля. Что мы делаем дальше? Первым делом прозваниваем вот этот вот кабель. Отсюда сигнал должен доходить сюда, отсюда должен сигнал доходить сюда. Если они не доходят, значит проблема в неисправном кабеле. Заменяем кабель. Если кабель исправный, берем, подключаем контакт с видеокамеры. И вот этот вот контакт можно воткнуть в заведомо проверенный приемник. Это может быть какой-то TV-дисплей, это может быть телевизор, не знаю, монитор какой-то. Заведомо рабочий, который работает. Втыкаем в него и проверяем, есть ли изображение, поступает ли изображение с камеры заднего хода. Еще раз на что хочу обратить внимание. Допустим, вы видите вот этот вот черный экран, у вас изображение не работает. Берете на включенном экране, отключаете вот этот тюльпан и включаете его снова. Если у вас экран хотя бы моргнул, хотя бы там какая-то рябь пошла, это значит, что видеосигнал доходит до магнитолы, но вам нужно поменять формат. А если вы включаете и выключаете, и у вас черный экран, то значит видеосигнал не доходит. Потому что даже если вы подключаете камеру с неверным форматом, у вас все равно должен быть какой-то скачок. То есть, когда видеосигнал приходит на магнитолу, все равно будет какой-то скачок, и вы увидите, что да, сигнал действительно есть, значит проблема в настройках самого изображения. То есть, в принципе, все, причин, связанных с оборудованием, больше быть не может. Если у вас черный экран, то это значит либо нету питания, либо видеосигнал от этого кабеля не доходит до этого кабеля. Ищите обрыв. Если у вас есть мультиметр, вы это все сделаете легко и просто. Никаких сложных махинаций здесь не надо. Какие еще бывают причины неработающей камеры? Это бывает в том случае, если у человека была установлена штатная камера. Штатная камера в автомобиле, которые работают через CAN bus модуль. Если ваш Android магнитола работает через CAN bus модуль, то и управление видеосигналом осуществляется через CAN bus модуль. То есть, по сути, если у вас CAN bus модуль, то все вот то, что мы сейчас сделали, оно к вам относится точно так же, но само изображение камеры заднего хода и сигнал камеры заднего хода у вас приходит не так, не через вот эти вот сигнальные провода, а поступает с коншины. В таком случае вам нужно проверить корректность установленного протокола в настройках CAN bus модуля. И если все настроено корректно, и вы все равно не можете настроить, обратитесь к автоэлектрику. Пусть проверяет подключение по коншине, корректно ли приходит видеосигнал. Дальше бывает, что у штатной камеры сигналы отличаются как от этой камеры, так и от этой камеры. Сигнал с видеокамеры приходит, но некачественный. В таком случае
рекомендуется либо замена камеры на заведомо рабочую, которая будет совместима с магнитолой Android, либо есть различные декодеры видеосигналов, то есть он преобразует один сигнал, допустим, в сигнал HD или в сигнал формата CVBS. Но опять же, приобретение декодера, оно, как правило, более дорогостоящее. И опять же, для приобретения этого декодера нужно знать, какой у вас исходящий сигнал, штатный сигнал камеры заднего хода на автомобиле. Очень редко такое бывает, что формат камеры заднего хода штатной несовместим с форматом магнитолы Android. Это одна из самых неприятных ситуаций, и в таком случае я рекомендую не шаманить штатное, а заменить камеру заднего хода на совместимую, то есть взять либо формат CVBS, либо формат HD и уже подключить эту совместимую камеру к Android магнитоле. Итак, мы проговорили про все неисправности, которые можно исправить без хирургического вмешательства в Android магнитолу. Но, к сожалению, бывают такие ситуации, когда камера исправна, когда кабель исправен, когда питание исправно, вы включаете камеру заднего хода, а там все равно черный экран. Это происходит в результате того, что у вас сгорел видеочип. Видеочипы в этих магнитолах во всех установлены настолько простые, что по сути ломаться там нечему. Чипы эти работают годами. Чтобы он сгорел или как-то что-то еще в нем случилось неисправное, это нужно очень постараться. Но если вы подключали неаккуратно и случайно, допустим, когда вы подключали к фонарю заднего хода, у вас тюльпан задел либо этим контактом плюсовой провод, либо вот этим контактом плюсовой провод, тут же эти 12 вольт попадут по кабелю в чип, и чип выгорит нахрен у вас. Вот и все. Это происходит из-за обычной человеческой неаккуратности. В таком случае единственное ваше спасение – замена видеочипа. То есть хирургическое вмешательство, когда магнитолу надо вскрывать, выпаивать чип и впаивать новый. И поэтому самый простой совет. Если вы не шарите, если вы в себе сомневаетесь, ну не лезьте вы в подключение этой камеры заднего хода. Обратитесь к специалистам, и перед установкой, если он проверил камеру заднего хода, она у вас работала, а после установки вдруг камера заднего хода перестала работать, вы уже будете знать, что причиной тому может быть то, что установщик нерадивый решил не отключать питание, допустим, не снял клеммы с аккумулятора и случайно задел какой-то вот из этих контактов плюсовых проводом. Такое случается, но очень-очень редко, но когда человек неопытный, либо человек, который торопится, у него висят вот эти вот провода, там он подключает, тут же у него находятся провода питания, допустим, фонаря заднего хода. Он случайно где-то что-то задевает или проводком задел случайно вот этот вот кабель, потом включает камеру, а изображения нет, потому что вот сюда попадало 12 вольт. Касание достаточно меньше секунды, все, чип выгорит сразу же нафиг, на нем никакой защиты нет. Это видеочип, он нужен для того, чтобы принимать видеосигнал. Никакие предохранители туда не ставят. И тут же замечу сразу, что может быть в вашей прошивке, вы купили Android магнитолу, и в вашей прошивке есть какой-то косяк. Но это прям вообще очень вообще прям мизерная вероятность. В прошивке какой-то косяк, плохо установился драйвер, либо вообще не установился, либо криво установился драйвер, для этого видеочипа. Какой-то там кодек не срабатывает. В общем, проблема в программном обеспечении. Вот, в принципе, наверное, максимальное количество ошибок, которые можно допустить при установке камеры заднего хода, при подключении камеры заднего хода, я с вами проговорил. Как, в каком порядке проводить диагностику, на что обращать внимание, проговорил. Как видите, само подключение камеры заднего хода, оно несложное. Нужно всего лишь запитать саму камеру и обеспечить передачу видеосигнала от камеры до магнитолы. Эти два условия нужно выполнить, и все у вас будет замечательно. Я данное видео записываю именно потому, что некоторые клиенты обращаются с таким вопросом, что я все подключил, а у меня ничего не работает. Либо там мне подключали опытные парни, они все подключили правильно, а у меня не работает. Вы должны понять, что камера заднего хода это не какая-то магия, это обычный источник видеосигнала, в нем нет никаких хитростей, в нем нет никаких замысловатых микросхем, просто на нее подаете питание, она начинает работать, и никаких сложностей с диагностикой быть не может. Все работы по подключению должны выполняться с обеспечением техники безопасности. Ну, на этом, думаю, хватит. Удачных вам установок. Если у кого-то есть еще какой-то опыт, который можно добавить к тому, что я сказал, пожалуйста, оставляйте в комментариях, делитесь. Всем будет интересно вас послушать. Если кто-то хочет посмотреть, как мы подключали камеру заднего хода к автомобилю, это было уже давно. Мы выполняли это все пошагово. У нас есть на канале ролик, который так и называется «Установка
Android магнитолы своими силами в автомобиль с камерой заднего хода. То есть там уже камеру заднего хода подключали пошагово и показали, куда что прикручивали, куда что подключали. Можете посмотреть его. Может быть, это видео, где была установка непосредственно на автомобиль, даст вам больше понимания, да, чем вот здесь вот я показывал на стенде. Ну, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока.